Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Представьтесь, пожалуйста. Василий Трифонов. Трифонов Василий Сергеевич, Как-то так. майор Росгвардии. Майор Росгвардии. Дата рождения ваша? 16.06.1985. Воинское звание и должность? Майор, начальник инженерной службы полка. Росгвардия — это и город службы, и город рождения, и город службы. Так, родился Тюменская область, Глашмановский район, деревня Дербень. Прохожу службу, Республика Ингушетия, город Назрань, войсковая часть 37-18, 126 полк Росгвардии. Понял. Вы даете добровольное согласие на общение, на записи, публикацию? Да, даю добровольное общение, это разрешение. А почему вы хотите пообщаться? Ну, во-первых, я хочу связаться со своими родными и близкими, чтобы они знали, что я жив-здоров. Да, что меня тут никто не пытает, меня не убили, что я есть на белом свете еще. Понял. То есть первый, самый главный аргумент — это Сообщите себе. сообщите себе. Почему вы так начали сразу беседу с фразы, что меня здесь не пытают, жив-здоров? Ну, потому что, когда, допустим, нам что-то рассказывали, да, что здесь происходит, пытают, 5-10, там, кастрируют, не кастрируют, издеваются. Попав вот сюда, в эту ситуацию, могу сказать одно, то, что нас никто здесь не пытает, да, не как-то, ну, не издевается над нами, относится с нами как с людьми, Вот так. Как вы можете доказать то, что вы сейчас говорите? Вы на мне не видите никаких синяков, да? Ну, смотрите, мы с вами общались, то есть у нас, как я и говорил, интервью идет без нарезки. Да. То есть мы вот, как записали, так оно может идти 15 минут. Если человек будет отвечать однозначно на простые вопросы, там, да, нет, не знаю, ты живой, не знаю. Ну, как бы, это одна история. Мы с вами беседуем просто. Да, это беседа. Да. Поэтому спасибо большое. Ваша жена ответила, что делать. Будете с ним. Да, то есть мы с вами разговаривали на тему того, что люди, которых поменяли, они возвращаются и начинают рассказывать, что ежедневные пытки. Ну, я это смотрел, нам показывали, как люди бывают перебываются, исходя из чего, это уже неизвестно. Либо сами, либо кто-то их заставляет это сделать. Ну, я говорю, как оно есть, да? Что я видел, что я вижу здесь, находясь здесь. Дай бог, если я вернусь домой, и там уже я не знаю, что там. Кто там влияет, заставляет человека меняться или еще что-то, или сам человек это так делает. Я не знаю. Если вас заставят сказать, что вас пытали, вы скажете? Если меня заставят сказать, что пытать меня будут там? Я не знаю, это у вас... Нет, я вам скажу, цвет как оно есть, скажу, как оно есть, как сейчас я с вами говорю, что, вот, допустим, меня никто не избивает. Есть какие-то нюансы, да, ну, оскорбления какие-то, да? Но я считаю, это человек заслужил, потому что, как вы говорите, кто там такие люди, которые пришли с оружием на чужую землю, они являются, как вы говорите, трактовка этого. Человек, который что? Он пришел в другую страну с оружием. Ну, оккупант. Оккупант, вот, да, оккупант. Формировка сама из себя говорит, что такое человек оккупант. Он пришел сюда с оружием на чужую землю. Я понимаю, если бы я пришел сюда с оружием, и люди были бы рады этому, да? Да. Люди бы, местное население рады. Это было бы одно. А когда вот нас взяли в плен, и меня везут на машине, и я смотрю на людей, а у них в глазах, как вам сказать, ненависть. Мне так стыдно, мне так вот по себе, да, как человеку, так стыдно. Я в такой ситуации оказался, что, оказывается, я не прав вообще. Вот что самое плохое. Это мое я понял. чувство. Да, ну как бы мне все-таки интересно, если глядя на вас, по вам не скажут, что вы голодаете, вас избивают, там, Нет такого. то, что там, возможно, охрана или там где вы, то есть вас охраняют, это понятно, это ни для кого не секрет. Как бы они находятся в СИЗО, это нормально.
То, что кто-то там скажет матом или что-то, ну, я не считаю, что это в масштабах военных действий, это даже обсуждать там бессмысленно. Нет, к нам относятся по-человечески во всем. Самое, что могу сказать спасибо, да, это сохраняют жизнь, сохранили жизнь. Самое, что могу сказать спасибо, это медику, который на ноги поднимает людей, который как за детьми ходит, горлышко болит, не горлышко болит, там то, пятое, десятое, нога болит, мазь помазала, укол поставила. Вот, совсем отношения. Вот, кстати, в этом месте и не вяжется, потому что людей, которых поменяли, они точно так же были в руках этого медика, и пытки с оказанием медицинской помощи, и причем они все были возвращены без единой там царапины. Ну, то есть это, в принципе, отдельный фильм будет на эту тему. Посмотрит Роспропаганда, посмотрят люди, сделают свои выводы. Хорошо, давайте вернемся к вашей истории. Вы служили... Служили, сейчас вы в плену. Ну, да. Если вы считаете, что вы в плену служите, то я думаю, что-то по-другому надо как-то. Еще раз, в каком регионе вы были? Республика, Да, Ингушетия, в Ингушетии. Северный Кавказ. Да. Росгвардия это как типа внутренние Войска Национальной гвардии. Ну, это внутренние войска, то есть Так вы точно. не военные. Типа Знаете, как мы, получается, и военные, и не военные. ни рыба, ни мясо. Ну, знаете, вот живем по уставу, Да. я своими словами скажу, а спрашиваю по понятиям. Да? Что такое спрашивать по понятиям? Ну, Это как? я вот своими словами говорю. Вот вооруженные силы, да, вооруженные силы, у них есть устав. Да. У нас есть устав, которым мы руководствуемся ихним уставу. У нас, кроме этого, есть еще свои приказы, свои директивы, свои распоряжения. Мы наводим, как бы, поддерживаем порядок внутри страны. Ну, внутренние войска, Да. типа. Это там незаконное банформирование, еще такое, разгон манифестантов, там. Это вы те люди, про которых говорят, что бегают в скафандрах. Вот это в брониках, в шлемах. Ну, типа такого. Как-то там слово Но используют. для этого есть, Космонавты. О. не знаю. Ну, народ ваши называют. О, космонавты побежали с дубинками на мирных Это людей. подразделение полиции ОМОНа СОБРАК, которые сейчас к нам стали присоединены. Не знаю. Артиллерия у вас есть? В артиллерии, в некоторых подразделениях есть артиллеристы, да. В Росгвардии? Да. И установки эти, все это Нет, есть? как бы вот, как вам сказать, какие там переносные. Я даже не скажу, какие миллиметровые, потому что как бы я с этим не сталкиваюсь, это не мой профиль, да. Угу. Ну, артиллерия, допустим, есть в подразделениях в некоторых частях. Понял. Ну, Ну, значит, не есть. Это пушки, я не пушки, не гаубичники, а вот понял. Переносные зенитно-ракетные комплексы. нет, Нет? нет. Я просто, вы сказали ручной, я вот это сидел, вспоминал. ПЗРК. Или это Не-не-не-не, не то? нет, не то. Ладно, ну, значит, не имеет значения. Хорошо, вы заехали в Украину когда? 27 июля. 27 июля. Вы знали, что происходит на территории Украины? Ну, как вам понять? Говорят одно, приезжаешь совсем другое. Некоторые, допустим, вот Что говорили? И что кто? говорили. Понаслышкам только сначала слышал. Что, По каким? Что, ну как, где же находились наши военнослужащие, да, которых вот на когда-то менять, приехать, Мгм. да, какие-то плановые замены, там, еще что такое. Некоторые, допустим, говорят, что мирное население были за некоторые, да, некоторые, наоборот, были против. Да, вот так вот было. Я просто, когда приехал, столкнулся с этой ситуацией, да, ну, мы стояли в Балаклее, населенном пункте, городе. Некоторые, как бы, общаются люди на этот, ну, как, на общение выходят, там, помочь, там, не помочь, там, продукты, не продукты, да, мы давали, я не вру, не обманываю ни в Да, чем. я же ничего не говорю. Некоторые просто, как бы, знаете, сами в себе не общаются, да. Вот, допустим, на рынок ходили что-то купить, да, покушать. Люди общаются. Как вы думаете, легко отказать в общении вооруженным людям? Так вы меня извините, как бы я легко-нелегко, но человек все равно боится, когда человек с оружием. Это инстинкт самосохранения, Да, само собой, да. Ну, не было такого, что кто-то на кого когда-то наехал и криво посмотрел. Просто спрашивают, сколько это стоит, столько-то, да? Тяжело Вот он. наехать, когда ты гражданский, и перед тобой стоит группа людей в Да форме. нет, почему? и- Не группа. И, допустим, я один ходил на рынок.
Ну, смотрите, если вспоминать там Вторую мировую войну, там оккупанты тоже заходили в дома и там с автоматом наперевес говорили «яйка млека». И как бы, Согласен, много чего было, да? Но я просто говорю по себе, что я видел лично, да? ну, понятно. И со своей точки зрения говорю, как это все было. Вот у меня Да. Что вы делали в Балаклее? в Балаклее, допустим, мы... Нет, лично стоп, давайте, подождите, извините. Чтобы не уходить от темы. Что говорили вот люди, которые... Не берем местное население, потому что они оказались в заложниках. То есть, кто мог выехать, выехал, безусловно. Кто не выехал, остался на месте. И, Без проблем могли уехать в любое время. ну, такое все. Хорошо, пусть. Мне интересно, вы перед уездом из своей части, с расположения, что говорили ваши местные? Местные? Ну, сослуживцы. Да не, как вам сказать? Ничего не говорили. Держись и все. Держись и все. У вас были 200-е в части? Были. И что? Как вы отвечали на вопрос, за что они стали 200-ми? Я как бы на этот вопрос не отвечал. Я в этой ситуации просто как бы не был, да. Но Но если вы были в Но ситуации люди- 200-м, то вы бы... люди да. увольнялись. Да, некоторые по своему желанию уходили, некоторые, наоборот, тянули, да, чтобы не уволиться, тянули время. Как, допустим, время шло, допустим, его, да, он должен поехать. Раз он там заболевал или писал рапорт увольнения. Косили, короче. Да. Только Понятно. партия уехала, он опять, короче, тормозится, там, я передумал и все вот У такое. вас большая часть? Ну, как вам сказать, до 800 человек у нас. Ну, сколько из части 200-х, 300-х? 200-х 12 или 13 человек было, Угу. а 300-х за 30, наверное. Это так. Ну, считая контуженных, не контуженных, вот это Ну, всё. понятно. Да. Это много или мало? Я считаю, это много для спецопераций. А что у вас говорят? Последнее число, которое вы знаете, сколько погибло ваших солдат? Ну вот, я говорю, 12 у нас... Не-не-не, всего, во всей... А всего я не знаю. Я вот Ну, у вас в РФ, в части именно я у говорю. вас говорят около 5000, там, по-моему, 5900. Нам озвучили цифру, сказали, что около 5700, 5900 Ну, я не помню, там, тысяч. Наша команда, ну как, правительство заявило, что столько-то Да. погибло ну, лично состава среди Да. вооруженных сил. Вы думаете, сколько это? Правдивое число? Я думаю, я не знаю, честно скажу. Я как бы не сталкивался с другими родами войск. Понял. У нас как бы чуть вот замкнуто. Ну, вы, получается, не на передке, вы всегда в тылу и типа с резиновыми дубинками вы приехали, да? Мы ехали вообще с резиновыми дубинками, с щитами, комплектами защиты рук и ног, наручниками, электрошоковыми устройствами. Угу. Вот с этими, с палатками. С этим мы ехали. В июле месяце. Нет, с этим мы не поехали в первых числах, вот в феврале поехали. Не с этим. Да, вот первые колонны ваших гвардейцев шли именно Да, с так. полной уверенностью. А потом? Потом уже личный состав, когда менялся, да, Мгм. они приезжали просто со своим оружием и все. Средствами двойной бронезащиты, больше ничем. Уже про резинки никто не говорил. Нет. Ни резинки, ни щиты, ни палки, резины, ничего. Все уже это забыто было. Потому что что? Нету необходимости в этом. Уже совсем другая ситуация была. Понял, хорошо. Настраивались на одно, нас настраивали, пришли к другому. Хорошо. Вы целый майор по званию, это старший офицерский состав, правильно? Так точно. Вы в любом случае смотрели обращение вашего фюрера 23 февраля. Что он говорил, что начинается и что будет происходить? Я не смотрел это 23 февраля. Я обманывать не буду, да? Да что же это так получается, что у Нет. нас вся страна смотрела это обращение, Я вам серьезно, я не а смотрел эту ситуацию, да? Обращение с Верховного Хорошо, Главнокомандующего. но в любом случае слышали обращения там Нам оленеводов, всяких вот этих вот про за светлое будущее. Не, что вообще ваша страна делает на территории нашей страны? Я, честно говоря, не знаю.
Ну, это бред. Я честно, я вот как старший офицер, да, я не знаю, что Ну, делать. это, а кто у вас знает? Я вообще не понимаю, для чего мы зашли в Украину, кого мы освобождаем, от кого мы освобождаем. Мы к этому придем по причине того, что у вас времени на подумать и принять решение был март, апрель, май, июнь, июль. 6 месяцев. Вы за 6 месяцев не разобрались, что происходит? У вас не было интернета, у вас не было связи, вы не смотрите новостей? Нет. Интернет как бы у нас есть, там находясь, да? Да. Я просто в это, честно скажу, как бы сильно не вникал, потому что занимаясь чем-то, да, вот мне, допустим, по имуществу есть какое-то, да, оно пришло в негодность. Мне его нужно убрать. Вы по должности... Начальник службы, да. Я списываю имущество. Я должен списать свое имущество, которое утеряно, сгоревшее, еще что-то пятое, десятое, чтобы это потом не легло на этих же должностных лиц, которые будут платить за это деньги уже. Мгм. И все это списывается. Собирается по каких-то документов, да. Зачем вас сюда прислали, если вы чистый штабист или как это Ну, сказать? я все-таки как бы тоже командник. Человека я должен поменять. Понимаете? Вот есть, допустим, какое-то количество управления, которое находится, да? Да. Вот человек управления должен быть офицер управления. Мгм. Вот. Понял. Все, на замену приехал. Все, человек уехал. Я не приехал, он остался здесь. Вы реально хотите меня убедить в том, что вы до июля месяца не знали, что здесь полноценная война? Нет, я как бы уже знал, что это полноценная, грубо, война идет, потому что где-то спецоперация, где пачками люди умирают, где гробы везут, да, Да, цинки везут раненых в госпиталя, в больницы, 5-10. да. Я не говорю, что я не знал, что здесь война. Но в том, что, на что нас настраивали, к чему пришли, совсем разные темы. А сколько срочников с вашей части участвует? Срочников нет у меня одного. Ну, имеется в виду контрактников. Ну, то есть вот не офицеров, которые просто как там рядовые. Где-то около 200 человек. Они постоянно были здесь, и их там меняли. Менялись, да. Мгм. Ну да, получается, вы нужны там, чтобы в случае, если будут массовые народные какие-то движухи, чтобы там кто-то мог дубинками махать, поэтому часть сильно разбирать нельзя. Вот, точно. Я теперь понимаю, как у них это работает. Понял, хорошо. И все-таки вы не смотрели обращение своего президента, Нет. этого фашиста. Вы не знали, что, ну, вы знали, что здесь война, но не думали, что так. Вы приехали сюда. Да, мы думали, что здесь все-таки действительно идет освобождение, да? Да. От каких-то вот там негодяев, да? От кого? От кого вы освобождали нас? Ну, вот от тех людей, как нам сказали, да, как я понимал, что которым запрещают, допустим, человеку разговаривать, да, на русском языке, Да. где я приехал и столкнулся с тем, что все разговаривают на русском языке. Я вас просил меня прийти освободить. Нет. Что вы здесь делаете? Задача поступила, я приехал. Кто вам эту задачу поставил? Мне поставил лично вот мой командир части. Да. Получается, он вас обманул? Получается, ему задачу поставили, он задачу поставил. Идет от старшего к младшему. Есть единое Понял. А кто начальник. ему задачу поставил? Ему, значит, выше начальство поставил, ко мне бригада. Давайте определимся, кто у вас самый Самый главный у нас верховный главнокомандующий президент Российской Федерации. Путин. Так точно. Да. Получается, он сказал, нужно пойти защитить русскоговорящих. Правильно? Раз. Получается так. А кто ему Вывод. сказал, что их надо защищать? Это не ко мне уже вопрос. Мы просто не, играть в игру в то, что вы белые, пушистые, просто Нет, это я исполн- понимаю. Просто я говорю, понимаете, вы задаете вопрос, на который, допустим, ответить я не могу. Я говорю, как оно есть. Что мне говорят? Почему вы никогда не хотите попробовать разобраться в чем-то? Я вас перебью. Насчет того, что разобраться в чем-то и не разобраться. Вот есть человек, да, военнослужащий. Чем отличается военнослужащий человек, да, от гражданского человека? Чем? Чем то, что ему задачу поставили, он выполняет ее. Если это Ты преступная задача. одел погоны, да? Ты Да. одел погоны. Все. Ты человек неподневольный. Чушь. Почему? Потому что есть понятие преступный приказ. Есть принятие преступный приказ. Есть такая тоже как бы понятие, не знаю, сейчас оно есть или нету, да? Задачу получил, выполнил, прав ты, да? Если не прав, то человек, который поставил эту задачу, он уже несет ответственность. Если бы передо мной сейчас был рядовой и говорил бы вот такую чушь,
я бы в это поверил. Но передо мной сидит целый командный, вы это сами сказали, 2 раза Да. использовали слово, офицер, который, получается, не знает устав, Почему не знает устав? потому что там четко есть формулировка на тему преступного приказа. Так преступный приказ кто отдает? Вам хорошо. Вам... Как я могу знать, если я нахожусь здесь и не знаю, что находится там? Как я могу знать, преступный приказ, не преступный приказ? Я не видел приказ, меня посадили. То есть, в В любом случае я крайний, Нет, понимаете? в любом случае вы должны выполнить приказ. Да. Если он плохой, потом его оспаривать. Да. Вам Получается отдают так. приказ. Стоит человек, убейте его. И вот этот приказ я уже не выполнил. Почему это? Потому что человек стоит. Как я могу его просто так убить? За что? Вам Если я приказ. понимаю, если бы этот человек кого-то убивал или пытался убить, да, Не, вам приказ. я бы уже это не сделал. Ну, так это ж приказ. Ну, это уже, как бы, понимаете, как-то невыполнимый приказ. Кто вам давал право, будучи в Балаклее, задерживать мирное население? Мир населения. Да. Я как бы насчет этого ничего не могу вам сказать. Давайте, я чуть-чуть уже, Я вот уже просто вот находился в поговорил штабе, с понимаете? кучей людей. Я вот находился в штабе. Хорошо, по-другому, зайдем издалека, если у нас не получается по короткой процедуре. Перечислите функциональные обязанности вашего подразделения, которое было, дислоцировалось в Балаклее. Балаклее? Да. Это поддержание режима контртеррористической операции. Кого? Поддержание режима КТО. Контртеррористической операции. Уже и такая операция Потому была что типа мы шли на спецоперацию. Ага. Понимаете? Это поддержание режима КТО. Что такое режим КТО? Вы первый, кто нам это рассказывает. Ну, смотрите, допустим, введено военное положение. Да? Там было введено военное положение? Но мы же с оружием всей службы несем. Мгм, да. С угрозой жизни, Хорошо. здоровья. Да. Да? И вот, допустим, есть комендантский час, поддержание комендантского Да. часа. Да. Да? Патрулирование какое-то Идет назначалось. человек в 12, комендантский час со скольки был до скольки? С 9 вечера до 6 утра вроде. Идет человек в 10 часов, что вы с ним делаете? Ну, его должны, по идее, задержать, доставить в полицию или там куда-то. Товарищ мой, 4 минуты назад мой вопрос. Кто вам разрешал задерживать граждан Военный Украины? комендант этого города, по идее. Кто назначен. нахрен такой военный комендант на территории Украины? Понимаете, вот Нет, назначен зачем человек. вы задерживали моих сограждан? Ну, получается Получается, у вас есть автомат, что хочу, то и делаю? так. По вашим словам, получается так, да. Давайте своими словами. Ну, понимаете, вот введено Нет, давайте своими словами. Развейте мой аргумент. Ну, да это даже не аргумент, это простая тупо. Ну, так и получается, ну, да. это- У кого оружие, тот и как бы хозяин, да. Поэтому не Так и надо выходит. рассказывать, что вы белый пушистый не говорю, что я белый росгвардеец, пушистый. который поддерживали порядок. Простой вопрос, зачем вы убивали мирное население? Мир населения никто не убивал. Конечно, никто не Гвардии. скажет, на камеру не убивал. Да Только он- после полиграфа. Да хоть полиграф цепляйте. Я думаю, с вами будет работать полиграф. Смысл в другом. Смысл в том, что после освобождения Изюма, Балаклеи, кучи всего, были найдены сотни. Вам показывали. Да, нам показывали, да. Откуда эти могилы взялись? Давайте-ка мы по-другому поговорим. Ну, я Что вот- делалось с теми, кого вы задерживали ночью, пытали, а потом почему-то они потом пропадали. А вы сидели в этот момент в штабе. Я на это ничего не могу сказать, потому что я не Конечно. знаю. Ну, видите? Там отдельные люди уже должны этим были заниматься. Если вы наверное. думали, что мы будем говорить на какие-то веселые темы, то Я не говорю, что на веселые они темы. неинтересны, потому Вы что... понимаете, я не знаю, что сказать, действительно, я не знаю, что сказать, ответить, потому что я это не знаю. Я не могу вам это что сказать. Почему вы не разрывали контракт? Или не морозились, как это делали другие? Потому что мне, допустим, совесть не позволила, мне осталось заслужить вот чуть-чуть, и все. Я ушел на пенсию. То есть вы тут за бабки? Получается как бы за бабки и за пенсию, которая должна Нет, вот ну, закончиться. то есть там за пенсию, за льготы, за ветеранские, за участник боевых действий. Это уже там давно все корочки. было. Вы где-то до этого воевали? Нет, это я просто находился в Ингушетии, там, когда был, уничтожали вот этих вот Вы же понимаете, незаконные к чему мы банки сейчас Романова. перейдем? Да. К чему? Ну, то есть я про Ингушетию понял. К чему То, что мы сейчас здесь, перейдем? что я здесь нахожусь из-за денег.
Да. Да. Вот вы это спрашиваете. Да, я напускаю всю лирику там Нет, а я здесь нахожу, потому что я должен человека был поменять. за человека. Да, потому что если бы я не приехал, он бы здесь дальше сидел. Хай бы сидел. Ну, он как бы все-таки друг, товарищ. А. Позвоним ему? Можем позвонить. Ну, мне будет интересно пообщаться, он ему расскажет. Давайте позвоним. Помните его номер? Номер не помню, потому что я только жену номер помню. Ваша супруга знает его номер? Нет. Супруга мы женаты 4 июня. 4 июня вы поженились года. этого года, и 17-го вы уехали. 25 июля я уехал. 25 июля. Понял. Итого мы подбиваем типа такую историю, как идеи в этой войны для вас нет. Нет идеи. Я просто не понимаю, для чего вообще это. Вы сказали, что вы были удивлены, когда услышали, что здесь большинство разговаривают на русском языке. Да, потому что сказали, что запрещали разговаривать на русском языке. Как вы себе, как целый майор, тем более человек, который знает, как наводить общественный порядок, как усмирять население, там, использовать спецсредства всякие. Ну, вы знаете все это? Ну, конечно, знаете. Как вы себе можете, как вы опишете процедуру запретить общаться на русском языке? Вот задача. Командир части к вам приходит и говорит: с сегодняшнего дня в Ингушетии все говорят На ингушском. на ингушском. Невыполнимая задача для русскоязычного населения. Какого хрена которое вы не сюда знает. едете защищать русскоязычное население, если вы как майор не знаете, как вообще эту задачу выполнить? Нет, тут, говорят, запрещают разговаривать на русском языке. Как это может происходить физически? Можете мне это? Штрафы, говорит, накладывают. Тем, кто говорит на русском языке? Да. Кого ловят, накладывают штрафы. Вот такое было сказано. И вы это типа... Ну, откуда Верите? я знаю? Откуда я знаю? Это где вам по телевизору такое рассказывают? Это нам рассказывали тогда А наши кто рассказывал? начальники, командиры. Скажите фамилию этого идиота, мне аж интересно. Нельзя использовать это слово. Партнеры по Ютубу меня казнят, но я не могу Ну, по-другому. насколько я вот помню, да, как это я рассказывал, это рассказал наш бывший командир части, подполковник, сейчас полковник Кириллов. Ему полковника еще дали. А? Полковника дали, да? Давайте Да. ему позвоним. Я номера не знаю. Что же вы... Зачем мне номера людей, которые как бы... У меня только жены номер. У меня даже матери свой номер не помню. Хорошо, что еще помимо русского языка? Ну то, что идет, постоянно обстрел идет Народно-Луганской, Донецкой республики со стороны Украины. Угу. Вот, из-за этого все, вот, типа 5-10 люди страдают, вот так-то, так-то, так-то. Это вас так-то. построили и это вам лечили как-то? Это нам доводили в процессе вот всей вот этой жизнедеятельности. И ни у кого не возникло желания проверить то, что вам говорят? Ну почему люди-то уезжали, переселенники это было, допустим, в Осетию заселили беженцев, Ингушетию, Чечню, Ставрополье. Вы разговаривали с ними? Я не разговаривал с ними, как бы я никого не встретил просто. Но то, что было подтверждено, заселено, да, население, это было такое. И что это означает? Ну, какое-то подтверждение тех слов, что все-таки бомбят, стреляют или еще что-то. Или когда вы стирали Мариуполь с лица земли и сделали гуманитарный коридор Я не помню. только в одну сторону в РФ, и у людей просто не было выбора, им дали там 72 часа, или вы ходите в РФ, или вас будут бомбить. И они все вышли в РФ. Я не помню просто, когда Мне это просто стыдно разговаривать с майором, который должен, это... Да вы понимаете, я как бы как человек, я зациклен в одном направлении, понимаете? У меня есть узкая направленность, да, я им занимаюсь, да. Мне, допустим... Вам что, не интересно, что в мире происходит? Мне... Вас отправляют на войну, и вам не интересно разобраться, что там происходит? Вы едете менять друга, и что он друг Мне говорит? задачу поставили, я выполняю ее. Как военный человек. Ну, понимаете? А потом уже, когда столкнувшись с этим, то, что такие говорили... формулировки используют рабы, которым говорят копать отсюда и до туда. Так и получается. Потому что он не хочет, ему не дали права подумать. А так право-то не дают подумать.
Ты либо делаешь, либо не делаешь. То есть право не дают подумать, потому что кто-то может запретить думать, кто-то у вас заберет телефон и скажет, сюда не гугли, это не читай. А вы что думаете? На части запрещено пользоваться сотовой связью. С Ну, выходом в интернет и все остальное. Ну, Запрещено. дома-то не Дома нет. запрещено. Ну, и у вас нету 10 Если, минут допустим, времени. ты находишься на работе, и тебя в это время сотрудники ФСБ где-то спалили, что ты находился в это время в сети, да? Тебе могут прийти и, товарищ, до свидания. Хорошая сторона. За гостайну. Все. Хорошая сторона. Страна хорошая. Страна хорошая. Перечислить их. Просто 5 говорю, пунктов хорошо. 5 пунктов хорошо. Да. Земля есть. Сколько у вас земли? Ну, как бы у меня Нет, простой вопрос. Сколько у вас земли? много земли. Ну, у вас много земли, но вы в погонах. Соответственно, вам эта земля нахер не нужна. Она не нужна. Я даже не могу ничего делать. Отнимаем пальчик. Все. Ну, согласны? Ну, это бессмысленный пункт. да. Потому что вы сейчас скажете, нефти до хрена, газа до хрена, Ничего нету. поэтому мы можем... Пальцы нечего загибать. Не, давайте загибать. 5 пунктов, чем рашка хороша. Ну, получается... То, что вам нарезали для каждого- где-то на Колыме 150 тысяч гектар земли, это такая себе прикольная штука. В Москве у вас есть хоть одна сотка? Нет. А где? Ваших, сколько у вас соток земли? У меня нисколько. А вы же сказали много У земли. моих родителей. Где? В Тюменской области, в деревне. Супер. Что вы делали в Ингушетии, а не в Служу. Тюменской области, в деревне? Служу. Ну, я так понимаю, не было у вас сильного желания возвращаться в село, в Тюменскую область. Почему у меня желание-то есть, надо добить контракт. Ну, только будучи майором, вы, наверное, по-любому досидите до полковника, а там уже полковнику... Переходил уже давно и за этим не стремлюсь. Хорошо, нет, мы возвращаемся загибать. Я же хочу, чтобы зрители и Вы я в том понимаете, числе узнал... загибать-то уже не получается, все. Почему? То, что загибаешь, вот, допустим, что ты называешь, тут же идет опровержение, и ты понимаешь, что действительно ты этим не пользуешься. Оно тебе уже не нужно, потому что ты этим не можешь воспользоваться из своих каких-то физических или каких-то обязательств перед кем-то. Не в состоянии ты этим воспользоваться. А у вас были какие-то ипотеки? О, ипотеки, вы что, конечно. Военная ипотека. Не, у вас есть, да? Да. Которая вот ты... Пункт про за бабки подтверждается однозначно, 100%, других вариантов быть не может, по причине того, что если бы товарищ майор отказался бы ехать, Все, ипотека с ним закрыта. бы разорвали бы контракт и на него бы повесили сколько миллионов? Ну не миллионов, уже вот я 10 лет проплатил, выплатил 600 тысяч. Ну, сколько бы повесили? Еще 1 600 000 000. 1 600 000. Еще платить. Все, картина маслом, как говорят в Одессе. Все забрали сразу автоматически. Картина маслом. Поэтому тут за друга служить, перед друга... Не, ну, почему? Да, Это вы зря. ну, смотрите, ну мы Это в дальнейшем все вытекает. Ну это вытекает, но есть, Но можно и не есть поехать. первый кирпичик. Да. Вы выбрали поехать убивать меня за 1 600 000 рублей. Нет, Вы не могли попросить украинцев, мы бы вам прислали? я не выбрал поехать убивать вас. Вы поехали сюда за деньги убивать украинцев. Вот такая простая формулировка. Это- Под каким-то это ваше. соусом вы можете называть, что Хорошо. вы ехали защищать мирное население, с автоматом подходя на базар к бабушке, спрашивая, почем вот эти пирожки. И бабушка говорит, да бери там без денег. Или там за деньги, ну там неважно. Да, так никогда никто Ну, не скажет. Вы 100% не Достойный скажете. человек никогда так не скажет. Ну, потому что вы, возможно, майор, и, возможно, ну, хотя... Воспитание все зависит. Так, это облегчило концепцию. Давайте хотя бы 3 пункта вашей великой страны, в чем она хороша. Вот, потому что так уверенно сказали, хороша, много земли у страны, нахрена вы полезли в Украину забирать землю? Не хватает? Я не понимаю, зачем просто полезли. Давайте 3 пункта, пожалуйста. Ну вот не получается это выполнить, Не, ну так понимаете? подумайте. Вот Ну, земля сказали, земля раз, я ей не Не, пользуюсь. ну я аргументированно сказал. Да. Ну, Потому от что я того, не что все пользуюсь. ваши миллионы гектар земли поделить на ваше население, Природа, да, когда ты на ее появляешься на эту ну природу. что, природа Редко. это не ваша штука, и природа... Богатые природные места. Где вы были за границей? Нигде. Вообще. Где вы были? Первый раз вот вообще действительно за границей, если считать, это Украина. Ну, вы здесь не были, потому что вы здесь. Давайте поиграем в игру. Ну, давайте. Я буду называть, вы будете называть крупные города-миллионники, где вы были, а я буду называть страны, где я был. Миллионники прям.
500-тысячники и более. Так, был я. Ну, Владикавказ, 700 человек численность. Польша, Ставропольский край, Германия, Волгоград, Испания, Саратов, Самара, Италия. Сейчас, подождите. Литва, Уфа, Латвия, Тюмень Румыния, и Москва. Все. Молдавия. Все, где я был. Ну, я типа даже еще не начинал. Кого вы пришли сюда освобождать? Это получается никого, а захватывать. Не, вы пришли освобождать меня, человека, который объездил всю Европу. Как на машине, так и полетал на самолете. Да? Походит так. А я, который ничего не видел, находился в одной своей, грубо говоря, ячейке. иду Вы ни защищать разу не кого-то. были за границей? Нет. Ни разу. Ну, как бы, мне типа, Даже загранпаспорта нету. да у вас ни у кого нету. У нас 400 человек было, за границей было 3 или 4 человека всего лишь. Можете рассказать этот феномен? Феномен, Ну, не нам, знаю, как допустим, запрещено вообще за границу уезжать. он. Потому что страна рабов. Поэтому запрещено. Загранпаспорт только с личного разрешения сотрудников. Нет, так это мы знаем, но это нормально. Я считаю, нет. Так может вы вначале у себя в стране какие-то свободы, там, конституционно они же у вас разрешены? Там у вас есть... Нам даже Конституцию поменяли. Нет, у вас в Конституции есть какой пункт? Один из основных. Гражданин имеет право на Свободно свободу. передвигаться. Да, расскажите про свою свободу передвигаться. Ну, по России могу свободно передвигаться. Да не, ну понятное дело, что по Всё. России хорошая конституция, Всё. хорошие права, да. Возвращаемся, давайте хотя бы к 2 пунктам. Назовите, в чем Россия хороша. Вы просто так сказали, Россия это хорошо. Мы с 5... Ну, для меня, как бы, я вот Для просто вас. вырос там. Давайте, понимаете, для вас. Родился. Да, для вас. Чем она хороша? Вот для меня хорошее это то место, где я родился и вырос. Мой родной край. Ну, село вот это вот в Тюменской Да, области. да. Где дом стоит, речка за домом течет, лес стоит. Да. Вот для меня вот это вот. Раз. Второе. Второе. Соседи, которые окружали нас. Не, ну мы сейчас, мне нравилась тетя, которая Всё. в магазине продавала А булочки. так я больше вам ничего не скажу. А ваша жена в село захочет переехать? Она сама с села, да, она хочет переехать. Она сама говорит, хочу частный дом. Я тоже хочу давно частный дом, но я не могу себе позволить частный дом. Поэтому поеду за 200 тысяч, поубиваю украинцев. Получается так. Ну, вам сколько обещали? 220. Почему? Вот суточный идет, да? Да. Там 400. Да. Все. Ну и 400. зарплата своя, которую ты получал. Зарплата сколько? 70? Нет, у меня зарплата, как у начальника службы, 120 тысяч. Смотрите. Калькулятор. Это получается то же самое. 400 умножить на 30 плюс 120. 240. Я сколько сказал? Отнимите 50% элементы. Ну, это уже детали. Ну, то есть, За все. ну, это как бы детали, элементы, не элементы. То есть, все сходится к тому, что за полгодика сюда приехать, заработать. Вы можете понять, деньги, они есть, их нету, а жизнь она одна. Да, я понимаю, что у вас ее нету, жизни Да. вашей. Понимаете? Вот У вас это жизни прекрасно. нету в Да. стране. Ну почему жизни нету в стране? Жизнь в стране как бы есть, но Что если забрать у вас корочку милиционера? у меня нету корочки милиционера. Ну, у вас росгвардеец. Это... Нету никакой корочки у меня вообще. У меня только паспорт есть. Ну, вы госслужащий, силовик, это типа в почете. Нет, это ничего такого нет. Ну что, все хвастаются. Я не знаю, кто хвастается. Вот никаких я привилегий не имею. Хорошо. Вот, допустим, сейчас вот перебью. Вот есть такая тема, да? Военнослужащие с других регионов, да, которые где-то, ну как, дети, в садик, там, в школу без этого, Да. без очереди. Да. Да? Не получается. Да ладно, ну, Да ладно. предыдущий Я вам товарищ говорю. майор рассказывал, что работает схема
льготное обучение, льготное трудоустройство, не трудоустройство, а как его, устройство в садик. Вот я вам скажу, вот, допустим, где в Ингушетии я служу, да, вот есть иногородние, да, которые приехали из глубинки откуда-то, да, вот у него ребенок, и она в садик ребенка, потому что жена, допустим, сидит с самым грудным ребенком, да, он на работе, ребенок, который постарше, но в садик. Он не может себе это место выбить. Ну, это, видимо, от региона зависит, то есть не имеет значения. Ну, Почему? так тем более У суперстрана меня не 4 может... детей. Ну, так тем более суперстрана не может Я своего ребенка защитнику в страны... садик одного, второго и третьего кое-как вот засунули в садик, Хорошая где мы страна? хотим. Есть большие минусы. Коррупции много. Я хочу услышать хоть один пункт, в чем вражке не- хорошо. Да мне не получается назвать вам, что хорошо, просто, понимаете. Не, ну надо же как-то добить этот вопрос, чтобы мы перешли к следующему. Хоть один пункт, что вражке хорошо, который я даже не разломал бы хотя бы там за 4 слова. Потому что что-то все предыдущие сыпятся, и вы причем соглашаетесь. Не получается мне даже сказать вам такое, чем хорошо. Вот серьезно, не получается назвать. Ну, значит, Для меня хорошо то, что там все мои родные и близкие. вопрос про родных и близких. Я понимаю, что вы разведены с первой супругой. Чисто фантазируем, вас убили. Что ваша бывшая супруга будет... Получит? Да ну, она ничего не получит. Ну не знаю, как бы, Что как она говорили. будет говорить, за что погиб их папа? Ой, давайте за это не будем ничего говорить. Что она будет говорить, как погиб их папа, за что погиб их папа. Это отдельная история. Там, потому что слишком все как бы не так. А как обещало правительство, если вдруг ты погиб, да, то ты получишь там около 12 лямов, да, твои близкие, родные, дети там что-то выше, ну, военные учреждения бесплатно, без очереди, если не захотят, конечно. Я понял, бонусы, плюшки сводятся к тому, что не выплачивают у вас даже по 7 миллионов этих, потому что нет тела, нет... Но если тела нет, как кто что выплатит, я не Да, знаю. поэтому вас конкретно, скорее всего, потому что в том направлении были мобильные крематории, есть пленные, которые нам рассказывали, как они палят трупы ваши. Не, ну это уже давно известный и установленный факт, доказано. То есть у вас есть целая группа, которая ваших 200-х уничтожают. Чтобы не было, во-первых, больших потерь, цифр, а во-вторых, чтобы не выплачивать. По республике Ингушетия я вам скажу, что все, ну, кто погиб, кто был ранен, получили все выплаты. Ну, значит, Ну, всех, кто погиб, всех по сколько? трупы привезли. Не, ну так, а сколько не привезли, А числится... сколько насчет от этого, что сколько не причислится без вести пропавшими, это я, честно скажу, не знаю. Ну, конечно, вы не знаете, сколько их спалили. Так, как вы попали в плен? В лесу 15 числа. Где-то Сколько вас человек было? Нас было 10 человек. 10 человек нас было. Все, люди зашли с леса. И началась перестрелка. Это вы из вот этой группы, где у вас был... Где вы видео показывали? Да, я понял. Где... это не там, где был 300-й, которого вы оставили? Вы не уехали, не влезли все. Второй майор с вами был? Да. Ну все, я понял. Это история, где... Но мы, как мы выходили с Балаклея, мы занесли его на Да, вы сторожу. вы оставили 300-го своего. По сути, история там следующая. Они ушли, бродили, мародерили, бо есть хотели. Ну, это логично. Вы оставили деньги там, где вы брали еду? Так у нас ничего нету. Мы не мародерили, мы зашли вот взяли, да? Да. Там просто был край деревни. Угу. Мы зашли, яблоки были, яблоки нарвали, груши нарвали. Да. Некоторые зашли в дом, да? Да. Что-то вот, не знаю, что-то нашли, какие-то чай или еще что-то. Кто-то в подвал спустился. Все.
Варенье вы взяли. Варенье взяли, компоты взяли. Вы разрешение спросили? Конечно, нет, как они просят. Так я Всё же закрыто. спрашиваю, вы оставили деньги? Ничего не оставили, ничего нет. Ну, так я же говорю, вы мародерили. Вы говорите нет. Не получается Давайте, мародерство. докажите, что это не мародерство. Это получается мародерство. Товарищ майор, ну, В как гости бы вы пришел, военный. ничего не оставил, все. Не, то есть в гости зашел, вас никто Я не говорю, звал, не в гости. вы ворвались. Я говорю, не в гости пришел. Это уголовное взял. преступление на стране. Может, у вас это так Тоже принято? уголовное преступление. Ну, только что-то вы все пошли и совершали уголовных преступлений. И при этом у вас все хорошо. Извините, жрать охота. 8 дней. Это проблема наших людей? Нет, это не ваши проблемы. Может, это проблема вашей супер хорошей страны, которая не может обеспечить свою армию? Тоже да. Я же да. хочу найти хоть один плюс в вашей супердержаве. Да, история там следующая. Они попали группой, просто не будем пересказывать, есть предыдущее видео. Ну что предыдущее, оно не выложено, потому что там обещали выйти. Это товарищ майор, коллега, рассказывал всю эту историю. Тогда в 2 словах, потому что, возможно, ваша супруга проявит инициативу, и это видео выйдет там сегодня. С Балаклеи они, по сути, из того, что я понял, не успели уехать, потому что не было места. Угу. То есть не хватило техники, чтобы всем свалить при вот этой вот супер перегруппировке, которая называется бегством. Как этот хер, который с телевизора рассказывает про победы ваши бесконечные? Какой? Кошунов. Ну, короче, вот этот, который рассказывал, что это была не сдача, а перегруппировка с освобождением всей Харьковской области, с составлением 300 единиц техники и более 500 Получается, за 2 пленных. дня. За 2 дня, да? Да, Получается. 500 пленных, 300 единиц техники. Конкретно вот эта группа в составе 2 майора, там, пару ефрейторов и Сержант. и сержанты. Они просто не влезли в машины. Машины уехали. Никто Всё. своих не бросает. Запомните это. Во второй армии мира. Они пошли бродить. Один нарвался на мину. Ему там что-то пальцы. Ногу. Противопехотную ПФМ-ку. Ну, да, наверное, вот это вот. Его, честно, не понесли с собой, оставили на улице. Нет, его 4 дня таскали, мы его с собой носили, 5-10. Ну, я опустил 4 дня, но его оставили на Я улице извиняюсь, и ушли. просто человека уже началось заражение, уже нога начала пахнуть. Антибиотики ему давали, которые были. Но уже все, уже некуда. Нужно было его сдавать. Да, из Поликлинику. важного. Карт у них не было, они пошли вначале не в ту сторону, потом пришлось вернуться, правильно? Вторая армия мира. Оставили раненого, пошли дальше, зашли, набрали еды, жили. Видео пленения этой группы лиц, как они испортили нам лес. А что вы, как, извините за выражение, как свиньи устроили? Что случилось? В лесу, там где вот видео, как вас брали в плен, там же просто срач. Какой? Ну вот мусор просто горами. Вы ж, там вот это клеенки были натянуты, где вы спали. И просто горы мусора. Вы меня извините, как бы, да? Мы пришли в ночь под утро, да? Где мы успели там какой-то мусор создать, если ничего не Я было. вставлю видео, а вы напишите. Там просто ничего принесли, да? Поставили вот так вот. Тогда на нихера себе они намародерили, я так скажу. Там можно жить было полгода. Чуть-чуть взяли. Ну, то есть я видео вставлю, вы напишите комментарий просто. На зиму собирались, наверное, тоже. Я не знаю, на какую зиму они собирались, но они устроили срач. А нам потом это еще убирать, когда мы победим. Так, да. И потом их взяли в плен. Ну, взятие в плен было веселое. По видео. Блестяще, как некоторые говорят. Как? Как некоторые говорят, блестяще. говорят, Блестяще. Блестяще взяли в плен. Ну что, хоть посмеяться маленько, а что? Да, посмеяться. Только ни Живы. хрена не смешно. Нет, зато живы. Вот что самое главное. Сохранили жизнь. Вы знаете, я с одной стороны рад, что вам сохранили жизнь, потому что вы являетесь обменным фондом. Наша программа, кстати, работает. Мы продолжаем платить за пленных для наших защитников, информация. Подробности в Телеграме. Но ни один из украинцев, которых вас встретит,
если вас убьют, никто даже, все только скажут, почему только сейчас? Я понимаю, почему так. И, то есть вторая сторона медали, это то, что вы остались живы, но с радостью бы все вот те ребята, которые вы взяли в плен, они бы с радостью бы вас расстреляли. Без каких-либо... Это Ну, все вообще- прекрасно понимают и знают. Алло, Алло, добрый день. добрый. Почему вас не видно? У меня камера работает, а вот вы выключили. Теперь вас видно. Меня зовут Дмитрий, я журналист из Украины. Ваш муж в плену, как вы поняли. Вы знали, что он в плену? Снова. Хорошо. Вы хотите с ним поговорить? Очень хочу, если можно. Можно. Разговор будет записан и опубликован. Привет, Ля. Привет, как дела? Ай, пока не родила. Все хорошо, мать, не плачь. Чё? Я же тебе сказал. Она успокоилась, быстро выдохнула, глубоко вдохнула, выдохнула. Понятно? Дома как штык. Когда? Как только, так сразу. Я тебе говорю, ты не нервничай, не переживай, все хорошо. Живой, целый, да? Пальцы на месте все, глаза на месте, зубы на месте. Чуть оброс, правда, но так все нормально. Кушать кушаем. Нормально все. А нам что делать, мам? Что делать, Кисюнь? Во-первых, не нервничать. Во-вторых, успокоиться. А в-третьих, если есть возможность, берешь большую фотографию, самую красивучую, распечатываешь формата где-то так А3, пишешь, вытащите мужа из плена и идешь по Владикавказу, говоришь. Смотрите. Ну, я можно? чуть утрирую. Можно вас? Кисюнь. Смотрите, я думал, короче, вот там супруга другого коллеги все не могла выйти уже второй, третий, четвертый день, да? Потому что там В субботу это было. суббота, воскресенье, понедельник, вторник, воскресенье, понедельник, вторник, среда. 4 дня. 4 дня не могла выйти. Ну, потому что вы боитесь все. Вам... Куда вы хотите? Нет, так вот, слушайте. Вы, у вас есть же какие-то соцсети, там, ВКонтакте, там, Одноклассники? Смотрите, сделайте сейчас скриншот, ну, вот я верну ему трубочку. Вы сделайте скриншот на телефоне и разместите в своем и в его аккаунте информацию. Мой муж в плену. Верните его. Поменяйте моего мужа на военного вооруженных сил Украины. Как только вы мне сбрасываете ссылку и скриншот на то, что вы это сделали, я вам обещаю, ну сегодня уже нет, потому что 18:14, но сегодня вечером я смогу складывать это видео, и завтра оно будет опубликовано. Это видео вам нужно для того, чтобы, первое, вы доказали, что он живой и он в плену. Он, кстати, какой у него сейчас статус? В смысле не знаю. статус? Статус у вашего Она не мужа. знает, наверное. В воинской части знают, что он в плену? Я думала, там у вас какие-то... Да, конечно, знают. Я все везде уже написала, все знают. Сказали, ждите. Вам официально сказали, что он в плену? Статус подтвердили? У них нет такой информации, они сказали. Потому что они его записали в без вести пропавших. Вам это видео нужно для того, чтобы доказать, что он живой и он в плену. Вы заинтересованы в том, чтобы мы это видео выложили первое. В свою очередь, я со своей стороны, как только вы выложите то, что я прошу, по сути правду, вы выложите скриншот своего мужа, на своей соцсети ВКонтакте бросите ссылку, я напишу здесь письмо в наше Министерство обороны
людям, которые уполномочены, у нас есть целый штаб, о том, что вот жена, Подтверждает. ну, да, хочет вернуть своего мужа. Ей не страшно, она хочет вернуть своего мужа. И я думаю, что там услышат. Я думаю, там услышат. Поэтому вот сейчас я верну ему трубку. Вы поддерживаете спецоперацию? Я не понимаю спецоперации, мы еще далеки от этого. Вы поддерживаете войну? Нет. А зачем вы мужа отправили убивать меня? Как я отправила? Ну, Говорите. Ты его работал много а, лет до понял, этого. понял, на работе. Ну, понял, он на работе. Все, я Не бы грузите ее, пожалуйста. понял, Я его не отправила, спросите. понял, на работе. Все, я возвращаю трубку, сделайте, расскажите еще раз то, что я сказал. Короче, Ля, ты смотри, какая улыбчивая перед тобой, а ты плачешь. Все, успокаиваемся. Пусть скриншот сделает. Да, Вот расскажите смотри, еще раз. Кисюнь, Чтобы вот она щас никуда не выходила, смотри. чтобы не было страшно. вот сейчас ты вот со мной разговариваешь, сделай скриншот. Как там, кнопка какие нажимается на айфоне 13, я не знаю. Ну, красиво. Она умеет делать скриншоты по-любому. Все, вот, улыбочку раз, все, там, выложи там, что у тебя есть, контакт, не контакт, тета, фатета, вайбер там или еще что-то, телеграм. Все, и ссылочку отправь вот на эту, что ты сделала всю эту тему. Да, ссылку и скриншот того, что... Может, даже я тебе говорю, вот наша фотография есть с тобой, красивая такая на стене. Бумажку приклей, верните мужа из плена. И прям по Владикавказу, грубо говоря. Не, смотрите, вот эту фотографию, скриншот вот этот, что вы здесь. Вот так вот скриншот сделала Да, и уже. выложите в свои Все, успокойся, соцсети. мать, ты чё? А ну, улыбнись, ты красивая такая девчонка, заплаканная вся. А? Все? Я поняла. Вот, видишь, вот ты заулыбалась. Я хоть. обещаю, что я выполню свои, я напишу куда надо, и видео выйдет завтра. С помощью этого видео вы сможете доказать, что он в плену. Иначе там не будет информации. Как и сейчас. Хорош. А Казик как, не знаешь? Казик, все хорошо. Со всеми Вы все про других хорошо. не говорите. Все, я извиняюсь, как бы, да? Все хорошо. Все хорошо. Ты давай, не грусти. Все? Не буду. Поняла, услышала, да. Молодец. Ай, красавица, молодец. Все? Ну что, мать? А? Люблю тебя. Я тебя сильно. Кто дома молодец? Я, ты, мы. Молодец, мы. Да, Все. потому что... Ладно, все, люблю, целую. Ксюнь, давай, все, прекращай. Все замечательно. Пока-пока. Все, огромное. Скриншот сделали? Да. Все сказал. Все, да. Спасибо. Я жду ссылку и скриншот на этот. Спасибо. Ключевой вопрос. Выложит? Легко. Ну, Подождите полчаса даже, может, не пройдет. не, ну, товарищ майор тоже кричал Я не легко. буду И жена... кричать. вы Это ж- жена. А это еще не жена на ему. Начнем с этого. Не, ну вот его супруга, вот я же вам показывал. Да я понял. И по-честному, видео не выложено. Потому что я спрашивал. Мы предполагаем, Бог располагает. Ну, да, наверное, такая история с Богом. Вот, собственно говоря, есть что-то добавить? Может, мне на какой-то вопрос ответить? А вам какой вопрос можно ответить? Не знаю, я... Вы понимаете, что больше всего стыдно? То, что тебя везешь, а ты чувствуешь себя говном. Ты не как освобождение, ты как захватчик. Вот что самое позорное. Для меня было, когда меня везли. Вот и все. Это люди, которые... Это взяли- местное население, которое едет, вот ты едешь, местное население смотрит на тебя, да, и смотрит, как ты какую-то какая-то грязь. Это самое унизительное для человека. Ну, для меня вот так вот. Понимаете? Ты не освободитель, ты захватчик. Блядь. Ты принес беду в дом, а не какую-то улыбку, какое-то еще что-то и все. Вы же под принуждением это говорите? Я не принуждаю, я говорю, как это есть. Я говорю от чистого сердца, никто меня не принуждает, ничего не говорит, что делать. Я говорю так, как я считаю. это. Посмотрим, Ну. как вы будете говорить, когда с вами там поработают ваши. Пускай как хочет, так и работают.
Потому что... Если я скажу что-то по-другому, да, либо я не человек, да, и, как все говорят, российские люди — это, ну, бараны, которые делают то, что им говорят, да, когда человек сталкивается, вот как понять человеку, что он живет хорошо? Нужно его вернуть, засунуть в говно, а потом вернуть обратно в свое старое же место. Там он поймет, что он живет шикарно. Вот и все. А, Витя, вы все знаете. Ну как-никак 37 лет. Что-то Цельный майор. Цельный майор, да. Вы с нами выйдете на связь? С вами? Ну, жена же вышла. Не, имеется в виду, ну, когда вас поменяют. Я с вами выйду на связь, я вам говорю, это как оно есть. Я скажу, что я приехал, все у меня хорошо, меня встретили как, или как не встретили, что со мной сделали или что не сделали. Я говорю это для всех, да. Кто бы ни говорил, там, ФСБ, не ФСБ, посадим. За что меня садить? Мне нельзя что садить. Я никому ничто не сказал, ничего не сделал, никакую гостайну, которую я даже не знаю, никакую не выдал. То есть, когда вы вернетесь, с вами там все вот эти ваши... Я не знаю, что будет, когда мы Не, вернемся. ну никто не знает, в вашей супер хорошей стране ни одного плюса мы не нашли. Нет. Пока. Может, что-то изменилось? Может, что-то изменится? Нет. Ну, состоянием за час разговора, может, все-таки вспомните может, какой-то плюс. Я говорю, может, что-то изменится? А что сейчас на улице слышно? Да. Что? На комендантский час включают? Или что? Нет. Нет, не комендантский час. Артиллерия? Воздушная тревога. Ну, воздушная тревога, да. Это нормально? Нет. Ну, это значит, что-то летит, и сейчас А еще что-то может летит, а что-то будет. повітряна тривога на украинском языке. Что-то летит, что-то будет. Ну, мне интересно, хватит ли у вас смелости связаться с нами? Мне смелости хватит связаться с вами. Вот. А вот оно в реальном времени меняется. Видно, да? Это что? Карта Украины. Это области, где объявлена воздушная тревога. Видите? Опа, еще одна появилась. Угу. Воздушная тревога. Свяжетесь? Я с вами свяжусь. Даже через WhatsApp. Ну, так имеется в виду так. Ну, Да. наши контакты известны всем. Все. Нам пишут 24 Я часа ничего не в вижу в сутки. этом преступного или еще чего. Я скажу честно, из 400 человек мы просили связаться, условно назовем это, вменяемых и адекватных, не связался еще никто. Ну, когда-то бывает всегда первый. Ну, мне же интересно. Но я вам тоже говорю. По традиции у нас беседа заканчивается последним словом военнопленного, имеется в виду не последним словом вообще в жизни, а в смысле обращением к своим согражданам. С призывом Согражданам? идти на зиму надо брать теплую обувь там, или носки. Ну, я как человек, который побывал, не побывал, ну, как побывал, грубо говоря, на спецоперации и нахожусь в плену, да, могу сказать одно. Я не понимаю, ради чего вообще мы сюда идем, кого мы освобождаем, от чего мы освобождаем и вообще зачем мы это делаем. Я считаю, что нужно жить всегда в дружбе, в любви, в понимании, заботиться друг о друге и помогать друг другу. А все, что мы занимаемся, является какой-то дуростью и дикостью, непонятно чем. Вот так. Все, что могу сказать. Спасибо. Как бы. Точно ни на какой вопрос не ответить? Насчет какой? Ну, А? я могу ответить на... Ну, А я чё? может что-то интересное. Мне интересно, мне только интересно было, что творится там дома, как жена себя чувствует, да? Как вообще, вот, чтобы она знала, что я жив-здоров, что мной не издевается, меня не избивают, меня там еще что-то не делают. Все, чтобы она успокоилась. Она не успокоилась. Почему? Она успокоилась, она чуть легче ей стала. Когда человек увидел человека, да, что с ним все нормально, также он веселится, улыбается, все равно легче становится. Когда есть, знаете, какое-то... Скажите, я скажу. Надежда умирает последней. Потому что Надежда колоссальная женщина, да? Надежда — это Зачем мы это делаем? что? Вот это вот интервью. Видео? Да. Да? А чтоб люди видели, понимали, что творится вообще на этой стороне, на той стороне, ради чего мы воюем, да?
Зачем мы вообще пришли сюда, бля? И кого мы пытаемся освободить или не Какие освобождаем? люди? А? Какие люди видели? Российские. Русский народ видел, что происходит и как. Что не говорили, что яйца нам отрезают. Я как бы такое не видел, да, и не скажу. Но Я предлагал им поставить видео, обращаются. как... Я не хочу даже это смотреть, потому что мне это настолько противно, что я даже это не могу смотреть, не просто как бы что-то. Да? Ну, как там говорили, что избивают на 50. Никто нас не избивает. Не знаю, может это специально делается, не специально, но я нахожусь здесь. Специально не избивают? Я вообще говорю, да? Еще раз. Специально не... То есть... Я вам Есть дайте я плены- выскажу. Да, Вы потом хорошо. дополните и спросите, да? Я говорю, не понял, почему это делается, да? Нам говорили одно, на самом деле происходит другое. Обращение, да, достойное. Даже с военнопленными, даже очень хорошее. Кормят, поят. Не говорю, что, как некоторые говорят, 2 стакана в день выпивают. Пожалуйста, сколько ты воды себе наберешь, только ты и выпьешь. Можешь хоть по 3 литра пить каждый день. Пожалуйста. В туалет пошел, воды набрал, пей. Не буду говорить, что там шиковства такого нету, сладкого как бы нету. Я показывал Но ролики, как ваши кушаем мобилизованные. достойно. Мясо даже есть. И могу сказать, почти каждый день уже. Так что будем отъедаться. Сигарет нету. У них сейчас... Не, ну это тоже на полезно. Кашать перестали почти. у них сейчас плен здоровый Везде свои образ, плюсы. здоровый образ жизни. Везде свои плюсы. Для чего это делается, мы вам ответить на вопрос. Я знаю, Развод. для чего это делается. Для чего? Я думаю, это вы для меня вопрос Чтобы мы формулировали. сдали чуть Нет, сильнее, вы мужественнее. во время своего рассказа сказали, я не знаю, для чего это делается, почему нам рассказывают одно, а на самом деле другое. А, вы про это? Ну да, я просто, типа слушаю. Я думал всем по другое. Я вас выпустил из этого. Ну, я понял. Ну, вы должны были взять гранату и подорвать себя перед пленом. Да. Вот ответ очевиден. Сказали вопрос. одно. В плене попадаться, граната при себе. У меня было 2 гранаты при себе, бля. Не успел дотянуться, рад. А реально был... Отвечаю. Реально Не успел был дотянуться, готов? потому что разгрузка была снята. Была чуть подальше, мы были на расслабоне. Мы сохли. Мы-то были все мокрые до трусов. Мы сохли просто перед костром. Все, и попали врасплох, блестяще взяты. Вот так. А так бы не было бы Трифона Алексея Сергеевича и других людей, которых просто взяли в плен, не убили, да, а спокойно привезли, даже ухаживали, кормили с ложки. Я не вру, так оно и было, да. Делаем мы это для того, чтобы на вашу аудиторию показать не то, что вы жив, нам это меньше всего интересно, а показать, чтобы вы свою историю рассказали, и вы очередной 400-й человек, но вы интересны тем, что вы целый майор. Переобуйтесь вы или нет? Не, во-первых, переобуйтесь, это детская игра, мы все прекрасно понимаем, что вы переобуетесь. Ну, люди разные бывают, но... Что вас всех обманули, кинули, управления никакого, вас вообще кинули. Целей войны никто не знает, за что умирают никто не знает. Я перебью вас и, простите, скажу, да, не знаю, что будет дальше со мной, да. Ничего не будет. Нет, с тобой. вообще, Ну, ничего. когда ты звонишь командованию, вот, который вот у нас это есть, был прикольный момент. да, и ему звонят и говорят, как же мы, у нас семьи, дети, там, 5-е, 10-е, держитесь, подкрепление идет. Какое подкрепление, когда уже все вокруг все взяли, все уже ушли, Да, а Росгвардия, которая наводит порядок в тылу, стоит спереди, закрыта, чтобы остальные соскочили. Вот это грамотно вообще, вот это молодцы, это мужики. Блин. Я узнал, что у вас руководитель Росгвардии это директор. Директор. Название у него Да. директор. Что-то хотите ему передать? А что передавать? Ну, не знаю. Я ничего вообще не хочу ни с кем общаться, и с командой, ни с чего-то вообще. Знаете, как вот в жизни есть такие как 2 путя, как анекдот, да? Либо пойти в армию, либо жениться. Знаете такой анекдот? Ну, ты как раз женился второй Я раз. сделал и женился, и в армию пошел, и все остальное. Но все равно, что женился, грубо говоря. Мгм. Ну вот был такой момент. Раньше в училище не брали с плоскостопием. Ну как-то что-то как-то раз и
А так, может, был где-то в другой сфере вообще, где-то вообще, вот кто его знает. Но получилось так. Все, что не делается, делается в жизни к лучшему. Могу так сказать. И бабушка всегда говорит, Царство Небесное, все, что делается, все делается к лучшему. Значит, так оно и должно было быть. Вот так. Понял. Ну, у меня добавить больше нечего. Все, я вас принял, понял. Ну все, говорит, теперь я умолкаю. Вот Где-то смотрите, по шее получил, подвиг с вами совершил. взяли в плен. Надо мобилизироваться. Здесь обманывают. Вам не будут платить деньги. Вас кинут на произвол судьбы. Как со мной. Есть село подстрелили. Здесь вас только лишь обманут, а потом убьют и все. Причем свои же обманут. И Путин обманет, и вся власть российская. Это нам скидывают по программе, Обмена? да, не обмена, привет, есть взятие в плен, есть видео, какие дальнейшие действия. Ау. Ой. Ну, у меня все. Я тоже. Да. Спасибо. Вам спасибо. Вам спасибо. Вам спасибо.